Здравствуйте! Впереди следующая неделя октября, и нам с вами, конечно, нужно на нее погадать. У меня будет гадание отдельно для каждого знака зодиака. Я хочу сегодня доставать для каждого знака две карты из вот этой чудесной колоды, из вот этой замечательной волшебной коробочки. Карта называется «Таро. Следование ангелам». Вот такая вот она. Карты очень красивые. Даже не очень, а необыкновенно красивые. Видите, какие? Сверкающие и глянцевые. С астрологической точки зрения, на следующей неделе нас особых перемен каких-то не ждет. У нас не будет никаких особых перемен. Затмение и все прочие радости и гадости, это все дальше, это потом будет. Пока стабильно убывает Луна всю неделю, а это значит, что мы легко отстирываем старые пятна и легко избавляемся от разного жизненного, бытового и эмоционального хлама. Обратите внимание, что убывающая Луна очень-очень к этому благоволит. То есть то, что вот не могло вашу жизнь покинуть, то ненужное и в целом отжившее, может быть, вредное, от чего так сложно избавиться, вот оно легче уйдет, если вы затеете эту историю именно на убывающей Луне. Увы, иногда надо и принимать какие-то жесткие решения, да, например, расставаться с каким-то человеком, и вам будет легче, и ему будет легче уйти, вас покинуть. Ну и бросать всякие неперспективные занятия. Это все тоже надо делать на убывающей Луне, потому что потом родится новая Луна, и надо будет, наоборот, созидать, а не разрушать и не избавляться. Итак, Овнам. Овнам карты предлагают сегодня раз и два. Ну, буду краткой, хоть и две карты, но не думаю, что дольше буду говорить, надеюсь. Так, шестерка пентаклей и туз мечей достаются вам. Знаете, какая-то неожиданная помощь вас ждет. Принятое решение о помощи. Помощь со стороны людей, человека, организации или со стороны высших сил по отношению к вам. Это, вы знаете, как бы шестерка пентаклей приходит тот момент, когда ангелы на небе замечают, что вы в чем-то нуждаетесь, что вам не хватает чего-то, не роскоши, а вот чего-то прям остро-остро необходимого. Часто денег, часто сил, часто здоровья или времени, или, может быть, какой-то эмоциональной поддержки. И выходит такое там наверху распоряжение. Этому человеку, конкретно вот этому Овну, надо сейчас выдать вот талон на и так далее. Это выдать премию, выдать там, ну не знаю, какое-то, может быть, лечение, отпуск кратковременный, но очень-очень нужный. Все, что вам нужно, и, ну, если вы не просите слишком многого, к вам на следующей неделе придет и найдет. То есть вот эта шестерка пентаклей как будто бы закрывает такие маленькие ваши бреши в ресурсах, маленькие ваши долги. Кто-то может закрыть ваши долги, пока, знаете, такой инвестор какой-то появляется, спаситель, некий благотворитель. Но интересно, что рядом туз мечей. Туз мечей в данном случае это воплощение скорого времени. Это вот то самое время, которое древние греки называли кайрос, то есть лови момент. Вот пришел момент. Пришел момент получить какую-то вам небесную субсидию, что-то свое ухватить, но помните, что это очень хорошо для скромных людей, потому что шестерка пентаклей не скромных запросов, ну, знаете, каких-то нарциссических, дерзких не любит, она их не удовлетворит. И в то же время, понимаете, да, что все вышесказанное работает в обратную сторону. То есть вы можете принять решение точно так же вдруг, может быть, даже в ущерб себе, может быть, у вас и своего-то не так много, да, но вы тут принимаете решение кому-то помочь. Все, так, решено, вот я буду там кому-то помогать. И вот так вот. В общем, Чип и Дейл спешат на помощь. Помните, да? Далее Тельцу. Тоже две карты. Давайте достанем, посмотрим, что для Тельца подготовила это, в общем-то, неплохое время. Почему говорю, в общем-то, неплохое? Потому что предполагаю, что все-таки у нас конец октября в основном будет таким
судьбоносным, меняющим, резким каким-то, вот спорным. Это вот конец октября, по крайней мере, ну, звезды предполагают, звездные события, потому что там и затмение, и разворот Марса в ретроградный курс. А сейчас пока все должно идти более или менее по плану. Ну, посмотрим. Телец для тельца. Раз, две карты, две карты. Королева жезлов и шестерка кубков. Ну что ж, это отличный набор, особенно для тех, кто планирует в это время работать, поработать. Королева жезлов, образ-прообраз такой рабочей лошадки, да, в общем, трудоспособной и энергичной женщины. Эта карта говорит о работе, о возможности найти новую работу, выйти даже на новую работу, о том, что вы будете заняты, о том, что у вас какие-то карьерные перспективы появятся. В общем, ну, вообразите себя вот деловой женщиной, ну, можете деловым мужчиной, если вы зритель мужчина. То есть дела вас полностью поглощают в это время, и какой-то очевидный успех идет, какое-то очевидное признание к вам идет. Королева жезлов настраивает тельцов именно на деловой какой-то такой производственный или производительный лад. То есть подумайте о делах, подумайте о том, как много вы можете сделать, где вам взять силы, где вам набраться времени, энтузиазма, какого-то желания для того, чтобы хорошо поработать в это время. А шестерка кубков рядом уверяет, что вас очень хорошо примут. Так, например, по этим двум картам может случиться у вас, у многих тельцов, выход на новую работу, где принимают как на старый. Ну, то есть, условно говоря, это возвращение на старую работу. Да? То есть возвращение в какое-то место, в котором вы ощущаете себя как дома. Но иногда это буквально старая работа, а иногда это новое место, но такое, где интуитивно, подсознательно вам все знакомо. И должностные обязанности, люди, и вы понимаете, чего от вас ждут, и вообще чувствуете себя на новом месте как дома. Бывает такое. То есть в целом карты вам обещают на следующей неделе успешные дела, успешное продолжение любых бизнес-дел, каких-то производственных дел, успешное продолжение в абсолютном эмоциональном комфорте. Шестерка кубков. И такой момент, видите, здесь вот даже картиночка соответствующая, видите, да? Вот. Это такой момент, когда вас все понимают, когда вас все любят. И это действительно здесь у вас какие-то ностальгические настроения появляются, как будто бы вы вернулись туда, где когда-то были счастливы. Вот такое вот что-то. Это и возвращение людей в том числе, да, у вас могут вернуться, возвращаются в жизнь какие-то люди, возвращаются, по которым вы скучали. Ну и они скучали по вам. Идея дружбы здесь присутствует, идея цикличности чувств и эмоций, вот эта вот идея о том, что старая любовь не ржавеет и никуда не девается, она только лишь меняет форму, как материя, как энергия, да? Далее близнецы, тоже две карты. Раз и два. Так, близнецам достается шут и рыцарь кубков. Так, похоже, у вас начало нового, очень сильного эмоционального увлечения. Нарочно не говорю пока романтического, потому что не обязательно. Это рождение очень сильной, новой и немножко рискованной, немножко нестандартной или непривычной для вас эмоции, чувства. То есть здесь как раз рыцарь кубков говорит про вот это самое чувство, про ваше внимание, ну, буквально любовь к какому-то человеку. А карта шут, это старший аркан, это серьезно. Она говорит, что этот человек новый, не обязательно человек, это скорее ваше чувство новое, или ваша решимость, или ваше волнение в отношении этого человека новое. То есть ключевая идея для близнецов – это
рождение или развитие, или распространение нового чувства, или новой эмоции, новой любви, влюбленности, нового романтического увлечения. То есть, видите, у близнецов неделя вполне себе обещает быть вот такой вот любовной, романтической. Карта советует переключиться, перенастроиться немножко именно на романтические рельсы. Точно так же рыцарь кубков — это, конечно, фигурная карта, это человек, романтический герой, кто-то, кто признается вам в чувствах, появляется, врывается в вашу жизнь, видите, внося сумбур и хаос в ваше сердце и ваш распорядок дня. Вот. Поэтому, да, для многих девушек-близнецов, конечно, рыцарь кубков — это именно влюбленный мужчина, новое знакомство, или это тот, кто давно рядом, но только теперь обнаруживает свои чувства. И нулевой аркан — это может быть начало очень долгих отношений, не обязательно конструктивных, не обязательно даже счастливых, но очень-очень с большой программой, понимаете, да? Потому что, вот. Для всех, кому романтика не близка, все равно это появление, вход в жизнь, вхождение в жизнь нового чувства вашего какому-то человеку или вхождение нового человека, опять же, тоже в вашу жизнь. То есть это знакомство с каким-то человеком, знакомство, которое очень задевает, которое очень волнует, которое почему-то производит впечатление. Это может быть началом не обязательно романа, это может быть и началом большой-большой дружбы, или началом бизнес-партнерства, или творческого партнерства. Влюбленность, здесь идет ваша сильная влюбленность, новая, ну, в первую очередь, в каком-то библейском смысле, понимаете, да? Поэтому мы здесь не привязываем к романтике, не привязываем к полу, потому что в библейском общегражданском смысле можно влюбляться в кого угодно, да? Это никак не связано с романтикой, может быть, с полом, возрастом человека. Производит впечатление человека. И скружить голову кто угодно может, да, своими талантами или необычайными духовными возможностями. Человек и чувство. Два слова на букву Ч близнецам достается. Ну, а теперь, конечно, рак. Раз. Два. Туз кубков с луной вам выпадает. История абсолютно про любовь, конечно. Очень эмоциональные карты, обе на 100% ваши. И вот это, наверное, рассмотрите их хорошенько. Вот это, наверное, первая очень хорошая новость. Вообще всегда прекрасно, когда в гадании какому-то человеку, ну в данном случае у нас общее гадание, для всех людей под одним знаком, выпадают вот именно карты, присущие этому самому знаку, присущие вот этой вот стихии. И вам достается две карты, безусловно, водные. Это туз кубков, понятно, что это полное, он показывает, олицетворяет нам полную чашу. Чем она полна? Ну, конечно, чувствами, конечно, эмоциями. И луна. Луна — это вообще властительница всей воды на земле. Приливы и отливы происходят, да, именно из-за смены лунных фаз. Мы все про это знаем еще. Из школьной программы должны, по крайней мере, знать. Очень сильное чувство, приход любви, новая любовь. Это может быть новое знакомство, это может быть неожиданно нахлынувшие на вас чувства к уже известному человеку. Это может быть примирение великое, потому что туз кубков часто называют картой великих примирений. Это может быть возвращение любовной истории, которая по каким-то причинам прервалась, а тут вдруг вот так вот встает перед вами, знаете, в полный рост. Но самое главное, я думаю, что вот эти две карты описывают вам же, пытаются вам же описать насыщенность, наполненность вашего сердца. То есть вот неделя, 7 дней, и 7 дней вы живете и ощущаете, что каждый день в вас пульсирует, внутри вас пульсирует и клокочет вот это вот сильное-сильное чувство. И вы можете сказать: я влюблена, там, или я влюблен, или... То есть вот именно... Это ведь особая абсолютно вибрация и совершенно особое состояние. То есть вы неделю вам предстоит прожить под влиянием вот какой-то мощной эмоции. А на объективном уровне это, естественно, поступки, это свидания, или это может быть какое-то даже... Пусть одно свидание, но такое большое после долгой разлуки. То есть свидание, на которое вы, может быть, уже перестали надеяться, которое вы, может быть, перестали ждать.
Это такой момент, когда, ну, видите, с Луной, да, то есть из вашей любви вылупляется нечто похожее даже на зависимость. Поэтому здесь идет для вас, ну, например, свидание, из-за которого вы ни о чем другом думать не можете. То есть вы можете пренебречь в это время и работой, и своими какими-то домашними обязанностями, чем угодно можете пренебречь, потому что у вас есть какое-то давлеющее такое вот это вот чувство. Очень мощный обмен эмоциями с каким-то человеком вас ждет. А еще туз кубков с Луной – это часто беременность и роды, и вообще известие о том, что возможно прибавление в семействе, о том, что родится новый человек. Эти темы, конечно же, связаны. Романтика и рождение новых людей. Неделя может получиться не очень деловой, карта предупреждает, да? Ну, может быть, не очень деловой, не очень денежный, потому что про деньги тоже очень легко ведь забыть, если любовь нечаянно нагрянет и отвлечет так сильно от всего остального. Далее, конечно же, лев. Для льва. Льву достаются, так, две карты. Рыцарь Пентаклей и пятерка жезлов. Конкуренция, во-первых, а во-вторых, конкуренция, скорее всего, денежная. То есть вам придется провести предстоящие 7 дней, доказывая ценность своих интересов против интересов других людей. Пятерка жезлов советует без страха и без паники участвовать в разных конкурентных соревнованиях, принимать участие в каких-то конкурсах, подавать заявки, подавать резюме на соискание какой-то должности, какой-то работы. То есть вы будете находиться в какой-то честной, открытой борьбе среди таких же ценных и равных вам по силе людей. Это могут быть споры между коллегами на работе, ваши споры с начальством, ваши споры с какими-то бизнес-партнерами, а может быть конкурентная борьба буквально с конкурентами рыночными. Если у вас собственный бизнес, то неизбежно это же всегда присутствует. Да? Конкуренция, как известно, двигатель прогресса в целом. И рядом рыцарь Пентаклей это, да, рыцарь Пентаклей это кульминация, какая-то горяченькая фаза, терминальная фаза какого-то денежного дела, потому что это Пентакли. Это заключение договора, например, какого-то такого прибыльного для вас, ну или убыльного, вы потом разберетесь, пока понятно только, что речь идет какие-то про деньги. Это может быть знакомство или вот привлечение внимания человека, который вам сейчас очень нужен для заработков, для зарабатывания, для того, чтобы ваше дело как-то продвигалось. Это может быть для вас просто денежная сумма, буквально какая-то премия, какая-то прибыль, которая оказывается у вас в руках. И то, и другое, безусловно, связано. Деньги и споры из-за денег. Так, например, с этими двумя картами могут коллеги в коллективе в составе из нескольких человек оспоривать, кому достанется премия или кому справедливо распределить сейчас какой-то денежный проект. Кто окажется ближе к кормушке, в данном случае, к бюджету компании. И в целом это очень бодрые карты, они, конечно, вселяют надежду на то, что вы все-таки этот бой выиграете. Это, кстати, и бой нескольких конкурентов, вернее, соискателей за какое-то денежное место. Вы приходите устраиваться на новую работу и видите, что там люди собрались, которые также готовы подоказывать будущему работодателю, что они тоже чего-то стоят, так же, как и вы. Это борьба именно буквально за деньги происходит. Бодрые карты, поменьше эмоций, побольше веры в себя. По крайней мере, никакой тайны, никакого злого умысла здесь нет. И, конечно, пятерка жезлов очень советует себя показывать, то есть настаивать на своих желаниях, настаивать на собственной ценности. Для девы.
Раз, два. Несколько тревожная пара, где вам достается, это карты Маг и восьмерка мечей. Карта Маг говорит все про то же самое срочное время, про все, что происходит быстро и не случайно, с очень-очень большим желанием, с чьим-то влиянием, вмешательством и по мановению чьей-то, иногда злой для вас, иногда доброй, но все-таки волшебной палочки. Карта Маг здесь говорит, что девам придется столкнуться, представьте, с чьим-то намерением. Ну, условно, чтобы уж совсем предупредить вас о плохом, вас ждет встреча со злым волшебником. Злым и всесильным одновременно. Этот человек, ну, скажем, волшебник в человеческом же образе обычно приходит, да? Вот. И это будет человек, который буквально одной своей подписью, одним своим каким-то словом, одним каким-то своим распоряжением, чувствуете, как на вашего начальника похож, да? Может буквально мгновенно разрушить или поменять ваши планы. Это может быть, знаете, начальник, который говорит «нет» и отменяет тем самым ваш давно запланированный отпуск. Это может быть, опять же, распоряжение вообще любых вышестоящих людей или инстанций, да, то есть коллективов людей, с которыми не поспоришь, и которые очень сильно вмешиваются в ваши планы, буквально оккупируют ваше жизненное пространство. Здесь рядом восьмерка мечей. Самая главная карта про несвободу. У младших арканов колоде Таро, да, несвобода. Видите, человек или группа людей, набор обстоятельств, которые тоже придумывают люди. И это то, что делает вас несвободными. Самая невинная здесь ассоциация, которая ко мне пришла, это начальник, который не пускает в отпуск. Начальник, который заставляет перерабатывать, сидеть дольше на рабочем месте. Ну и так далее. Вы поняли, да? Вы оказываетесь вот спутанными по рукам и ногам, потому что колоссальное и очень, главное, осмысленное, не случайное давление идет. Такое чувство, что кто-то кто-то решил сильно вами покомандовать. Вот так вот. Совет карт какой? От этой несвободы как можно быстрее нужно избавляться. Подумайте, можете ли вы не послушаться, а слушаться этого человека или этот коллектив, это распоряжение. Вам надо все-таки, это будет очень трудно и как бы неуместно, но нужно избавляться от этой несвободы, потому что за восьмеркой, вы знаете, девятка, десятка идут мечей, да, а они будут вообще кризисными картами. То есть если вы сейчас от этого давления не избавитесь, ну даже от этого насилия, что ли, я скажу, то дальше будет все более пугающе и будет это хуже. Для весов советы и предсказания карт на неделю. Для весов две карты. Раз, два. Итак, достаются вам мечи. Две карты одной масти. Четверка мечей и паш мечей. Это не так страшно, как может быть звучит. Однако посмотрите. Первый плюс в том, что это ваша масть. Мечи — это все-таки масть воздуха, а это значит, что вы более или менее в каких-то родственных своих вибрациях находитесь. И это уже очень-очень большой плюс. Не чуждые вибрации. Потом присутствие мечей, когда тем более обе карты здесь мечи, говорит о том, что все ситуации недели имеют большой интеллектуальный потенциал. Они так или иначе заставляют вас задуматься или на что-то приоткрывают вам глаза. То есть это момент прозрения, откровений, прихода каких-то свежих идей и так далее. То есть все это неплохо, особенно если для вас сейчас это актуально, если вы хотите разобраться в текущих ситуациях, разобраться с какими-то тайнами, если вы чувствуете, что вам нужен мозговой штурм, и вам нужно изобрести, например, какую-то новую тактику
в своей жизни, например, рабочей, там, трудовой, производственной или творческой, какой угодно. Ну а карты говорят о том, что вот 4 мечей – это карта забор, предупреждает вас, что будет остановка в ваших самых главных делах в это время, будет остановка, очень понятная по объективным причинам, но самое главное, вы не должны обстоятельства торопить, вы не должны вмешиваться. Не должны вмешиваться и не должны ничего делать для того, чтобы искомое или то, что задерживается, то, что откладывается, состоялось бы быстрее. Как знаете, вот по разным причинам, каким-то объективным, может откладываться, ну что, не звонит вам работодатель, например, если вы устраиваетесь на работу, да, пообещали перезвонить или пообещали взять, и не звонят. Ну нет, ну не звонят, не зовут. И у вас есть несколько вариантов, каждый из них по-своему спорный, да? Вы можете спокойно ждать, а можете звонить самостоятельно, можете поехать, разбираться и так далее. Вот как раз 4 мечей советует во всех вот этих вот ситуациях, затянутых, затянувшихся, вам тихонько сидеть и ждать. Вам кажется, что судьба вынуждает вас отдохнуть от каких-то переживаний, от каких-то дел, отдохнуть. То есть вы в какой-то такой болезненной, очень беспокойной, но бездеятельности оказываетесь. Да? То есть проваливаетесь в какой-то отпуск за свой счет, которого не желали даже. Вот так вот. Но надо посидеть. Карта называется «Вынужденный отдых». Вас вынудит обстоятельства отдохнуть. Дело в том, что Вселенная ведь она очень мудрая, и если вы сами не хотите отдохнуть, не понимаете, то вам устроят какую-нибудь легкую болезнь, могут устроить, знаете, типа ОРЗ какого-нибудь, чтобы вы хотя бы на недельку унялись уже и дома посидели. Вот она такая, эта 4 мечей. И рядом паш мечей. Вот интересно, что паш мечей – это всегда новость, это некая телеграмма. Это сообщение, известие, ну чаще известие, естественно, о событии, причем неважно, в текущем это времени или это ваше узнавание чего-то, что случилось уже давно, просто прежде было, допустим, тайной. Неожиданное вот это вот сообщение максимально какое-то острое для вас, может быть для кого-то болезненное, ну для чувствительных людей, болезненное и как результат вот этот вот застой. То есть как снег на голову какая-то новость появляется, и вы лишены своего главного оружия, своих каких-то главных аргументов. А самое главное, что у вас нет доступа к основному вашему занятию. Но для большинства людей основное занятие – это все-таки работа, да, работа или собственный бизнес. Этот паш мечей, паш мечей может описывать и не локальный какой-то акт, который касается вот именно вас, вашей работы, не приказ там, об отстранении от работы, а что-то более масштабное, знаете, такое в масштабах страны, государства, иногда в масштабах планеты даже, да, то есть когда выходит, например, указ правительственный какой-нибудь, который вот касается вашей отрасли или вашей профессии, то это выглядит так, вот такими картами, то есть что-то вас немножко дистанцирует. В целом придется отдохнуть и постарайтесь сделать это спокойно, с философским принятием. И Скорпион. Скорпиону раз, 2 карты, колода предлагает 2 карты. Это король кубков и справедливость. Ну, должна сказать, что эти карты в какой-то оппозиции друг к другу находятся, потому что обе описывают, обещают они очень-очень разные вещи. Король кубков – это персона, это человек чувственный и чувствующий, который к вам очень хорошо относится, ну, любящий мужчина, это так правильно называется. Карта это отвечает за эмоции, то есть всплеск чьих-то эмоций в свою сторону вам придется наблюдать. Король кубков – это мужчина, который не только много чувствует, но еще и очень много может этих чувств показать и очень стремится их показывать. Поэтому ждите на следующей неделе признания в любви.
Как еще показывают чувства? Ну, признание в любви, подарки, может быть, какие-то приглашения, какие-то предложения. То есть здесь у вас рядом оказывается мужской персонаж, который очень транслирует свои чувства к вам. А вот рядом карта справедливость. И это может указывать на разные вещи. То есть здесь рядом с эмоциями, чувствами очень близко соседствует. Есть рациональное начало, то есть что-то очень такое практическое, это документы, это суды, это приказы, бумаги, подписи, то есть официальное вот какое-то начало. То есть мы сделаем вывод, либо вот этот вот мужчина связан с вами официальными делами и очень сильно, может быть, как раз через его симпатию, через его привязанность, эта связь у вас и образуется. Так, например, это вы можете выйти опять на ту же работу, подписать уже приказ, не приказ, а вот этот вот трудовой договор можете подписать, потому что вас вот какой-то знакомый мужчина туда зовет, или он устраивает, да, то есть при какой-то любящей эмоциональной поддержке у вас происходят взрослые, официальные, серьезные какие-то дела. Может быть, решаются какие-то проблемы, даже связанные с финансами даже и так далее. Карты крупные, пара это достаточно ответственно. Мне кажется, что ситуация немножко может вгонять в долги, потому что здесь вы получаете нечто ценное и очень стоящее, например, выигрыш в суде, да, или новую работу, что угодно, или премию, в конце концов, лишнюю какую-то, вот. Получаете что-то стоящее только лишь благодаря очевидной какой-то симпатии вот такого вот другого человека. Иногда в других случаях эти же карты обещают предложение о браке или событие в браке, если таковой у вас уже есть и случился. Это уже неплохо. То есть тогда любящий мужчина с предложением о браке у вас идет. Но тоже, если карта так описывает это предложение, это значит предложение очень официальное, знаете, чуть ли не просто на словах там, да, а чуть ли не на бумаге с гербовой печатью, чтобы вы уже отвертеться не могли. Вот какая-то такая история. А может быть, сам просто человек очень серьезно или занимает большое, высокое положение. Не похоже, чтобы это был новый человек, чтобы это было новое знакомство. Не похоже, скорее всего, вы его знаете, да и он вас, раз у него чувства уже так сложились. Стрелец. Раз, два. Стрельцам достаются стрельцам восьмерка мечей и карта звезда. Во-первых, есть, конечно, для этой парочки очень тонкое такое эзотерическое, метафизическое, трансцендентное толкование, да. Это не свобода в отношении вашей мечты. Это момент, когда вы попадаете в какой-то капкан, такой вот эмоциональный капкан, в какую-то запутанность, и когда вы абсолютно не можете реализоваться и двигаться к своей мечте. Мечта может быть более близкая, практичная, а может быть совсем отдаленная, такая мифическая, да, это самое неважно. Но карты обещают стрельцам вот ту самую возможность неожиданно увязнуть в чем-то, увязнуть в проблемах, увязнуть в чужой воле какой-то злой, увязнуть просто, может быть, в случайных обстоятельствах, потому что разное бывает, бывают же стихийные бедствия, да, где никто не виноват, вот, увязнуть на пути к своей мечте. И вроде бы здесь, знаете, уместно привести и какие-то очень практические примеры, буквально, знаете, когда вы застреваете в пробке по дороге на собеседование своей мечты и застреваете так, что просто вот категорически туда не успеваете, да, и там уже явно возьмут другого человека. Но это все очень просто. А карты, там, где присутствует вообще карта звезда, мы в первую очередь должны обращаться к каким-то очень-очень тонким планам, очень-очень
к чему-то такому, что, в общем, руками лучше не трогать, к чему лучше руками не прикасаться. Поэтому здесь скорее состояние вашей вот общей какой-то такой ментальной, может быть, несвободы, подавленности. Это могут приходить какие-то известия, причем от конкретных запрет от другого человека, запрет на мечту. Когда маленькому ребенку, там, ну, скажем, 6 лет, мама говорит: нет, ты пойдешь на скрипке учиться, а в спортивную школу не пойдешь, а он мечтает, допустим, в футбол играть, да, то он переживает нечто вот похожее по вот этим вот картам. То есть мечта и есть чья-то интервенция, чье-то такое вероломное наступление на мечту. Поэтому эти карты, конечно, очень-очень много советов дают стрельцам. Во-первых, от вот этой, ну, мечта — это такое хрустальная мечта, да, не надо ее трогать руками. Это все-таки то, что нужно всегда в себе сохранять. Ну, стрельцы самые главные мечтатели зодиака, да. Нет стрельца без мечты, ну нету, невозможно. Вот. А тут мечта может быть очень локальная у вас на неделю. А с этой несвободой нужно бороться. С людьми, которые вас куда-то не пускают или что-то запрещают. Пытаться нужно решать обстоятельства, которые тоже препятствия вырастают на пути к вашей мечте. Да, советы. То есть считайте, что вы поглощены. Иногда тоже в простом смысле не хватает денег, да, на мечту. Вот если вы на следующей неделе планируете какую-то покупку крупную, но пришлось потратиться на что-то текущее, необходимое. Там, не знаю, стиральная машинка сломалась, пришлось новую купить. Это же тоже, да, препятствие, отсутствие денег. Ну, самое, мне кажется, то, что миллионам людей во всем мире мешает как раз стремиться к мечтам, да, а у меня денег нет, как часто говорят. Вот, и нужно пытаться как-то из этого выкручиваться, как-то из этого выбираться. То есть пусть у вас, у стрельцов, неделя будет посвящена вот именно этой теме. Как мне разобраться с... Ну, дальше по списку. Ну, в данном случае с долгами, например, которые вас не пускают, не дают вам взлететь. Козерог. Раз. Два. Два старших аркана достаются Козерогу. Карта повешенная и карта смерть. Очень непростая неделя вас ждет. Ну, непростая в смысле не пустая. Неделя, которая определит во многом ход вашей жизни на достаточно долгое время. То есть карты не мелкие, не бытовые, два старших аркана. И это мы тут привлекаем ваше внимание к обстоятельствам вашей жизни, к этому предсказанию, чтобы вы ко всему постарались отнестись максимально серьезно. Карта повешенной сообщает вам некую ответственность, особенную или новенькую, которая вас находит в это время. То есть у вас вырастает в жизни вот ответственность за большее количество людей, например, вы отвечаете. Тогда, собственно, назначение на новую должность, правда, это же тоже где-то рядом сопутствует, там помимо других карт, но там обязательно где-то присутствует вибрация и карта повешенной. Вот. На вас сваливается ответственность, на вас сваливается некий такой экзистенциальный долг, и здесь появляется идея несвободы. То есть Козерог оказывается как-то по-особенному несвободным в это время, несвободным. Например, начальник у вас уходит в отпуск и оставляет вас исполняющим обязанности. Прекрасно это, неплохо, да, и многим это польстит и понравится. Но, однако, несвободы в этом много. То есть дольше сидеть на работе приходится, более внимательно читать документы и на большем количестве бумажек расписываться. А значение карты повешенный совет к обязательствам текущим, а особенно новым, которые у вас отрастут в этот период, в эти предстоящие 7 дней, относитесь бережно, не избавляйтесь от них и не скидывайте. То есть
от того же самого исполнения обязанностей начальника нельзя отказаться, не нужно отказаться. То есть это вот будет такое демонстративное, протестное скидывание, сбрасывание креста, но за которым непонятно, что дальше. Вот так вот. То есть вам... Эта карта очень еще и жертвенная. То есть многими планами вам придется пожертвовать. Ну, наверное, как правило, это чем жертвуем мы? Временем, отдыхом, своими какими-то интересами. В общем, жертвы, 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 несвобода, сидение, отвечание за других, какая-то тяжелая работа или переработки, ну вот и так далее. Интересно, что рядом карта смерть. Она как будто бы говорит, что вот это все происходящее еще и необратимо. Опять же, вернемся к моему простому примеру. Если начальник вас оставляет за себя исполняющим обязанности, то это просто так не кончится, когда он вернется и все на круги свои не станет. Возможно, он вернется и действительно тоже начальник пойдет на повышение, а вас оставят на его должности, понимаете? То есть карта смерти здесь несет идею такую о том, что ничего не вернется, ничего не повернется вспять. То есть вот эта ответственность, которая к вам придет на следующей неделе, она с вами теперь насовсем, навсегда или на долгое время, ну, например, до пенсии, понимаете, да? Поэтому, с одной стороны, да, наверное, надо много думать перед тем, как на эту ответственность брать, и когда вы на нее соглашаетесь, то есть понимаете, да, что это будет очень-очень невременно. Приход какой-то невременный, постоянный или как минимум долгосрочной несвободы, обещают вам карты. В самом, ну, тоже в простом виде, наверное, это и выход на работу, на какую-то новую, может быть, да, которую вы считаете, например, временной или не очень важной в вашей жизни, а она окажется надолго, может быть, даже навсегда, и окажется главной вехой вашей профессиональной деятельности, и потребует от вас много-много-много жертв. Поэтому накануне, перед приходом этой недели, на которую мы гадаем, или в первые дни недели, задумайтесь о своих силах, о том, что вы готовы потянуть, о том, что вы готовы все-таки взять на себя, а чего не потянете. Потому что время какое-то такое, ну, надолго жертвенное приходит. Водолей. Раз. Два. Водолею. Восьмерка пентаклей и двойка мечей достаются. Самоотверженный, несколько истерический или обсессивный труд в изоляции вам выпадает. То есть вам придется в одиночку над чем-то поработать и что-то покопить, что-то понаращивать в своей жизни. Восьмерка пентаклей. Что делает здесь девушка, женщина, это на иллюстрации? Она занимается каким-то рукоделием. Рутинный труд, требующий внимания и, в общем-то, такой, знаете, неинтересный, а самое главное, не публичный. Восьмерка пентаклей описывает самые разнообразные наши вложения в жизни. Вот вложение – это момент, когда надо повкладываться, чтобы потом что-то получить. Например, если это новая работа или новый бизнес, нужно сначала учиться, нужно сначала много времени, скучно вникать в детали, нужно тратить здоровье, силы, нервы и учиться отращивать вот эти самые железные ягодицы. Вот эта карта железных ягодиц. Это своеобразный очень совет, тем более для водолея, который не терпит скуку, который все время рвется к творчеству, рвется на свободу. Вот здесь полярная вашему знаку карта выпадает. Это вот тот момент, когда вам надо, поверить в продуктивность рутинного труда. Или хотя бы, что это одно и то же, или изобразить, что вы поверили. То есть изобразить, что вам нравится рутинный труд. Возможно, это для начальства нужно изобразить. Возможно, я не знаю, для клиентов или для кого-то еще.
Учиться карта очень советует. Учеба это же всегда вложение ресурсов. И причем самое правильное это вложение в себя. Когда мы учимся, мы вкладываем время свое, нервы, здоровье, вкладываем в собственные мозги. То есть поучиться очень хорошее время. А еще это под 8 пентаклей вкладывают деньги. Люди вкладывают деньги довольно разумно, довольно рассчитывая на довольно скромные дивиденды, но все-таки. Вот. И рядом 8 мечей советует вам никому про это особо не рассказывать. Работайте и молчите, молчите и работайте. Не ходите за советом, не ходите за помощью, не стремитесь кому-то помогать, не давайте никому вам мешать. Очень важно не дать себя отговорить никому в это время. Например, вы вкладываете, принимаете решение, вложить буквально куда-то деньги. Сейчас уйма мест, куда можно вложить, инвестировать деньги и более-менее удачно. Наверняка найдутся люди, которые вас силы, да, которые вас отговаривают, пытаются вам помешать, не нужно. Кто-то будет отговаривать учиться, кто-то будет отговаривать работать, из коллег, например, будут вас как-то отвлекать. Да? Карты советуют молчание, некоторую скрытность, некоторую скучность существования, знаете, которую нужно, в общем, по-философски, очень по-философски в этот момент принять. И с такими картами не надо стремиться к переменам. Не нужно сотрясать свою жизнь и свои нервы какими-то резкими движениями, например, истерической сменой работы или места жительства. Ни в коем случае. Нужно сидеть на месте и выращивать, вытягивать пользу из того, что у вас уже есть. Вот так. Рыбы. Раз. Два. Ну что ж, для рыб очень-очень своеобразная пара. Обе карты не имеют ассоциации и соответствия с вашей мастью или с вашим знаком. А это значит, что неделя может довольно, знаете, так некомфортно проходить. То есть как будто бы не ваше время, как ощущение, что вы не в своей тарелке, ощущение, что все, чем вы ценны, все ваши навыки и ваши прелести, и ваши добродетели как будто бы не востребованы. Вот так бывает, когда выпадают карты, не похожие на вас. Как вы видите, водой вашей стихии здесь даже не пахнет. Здесь у нас есть 5 пентаклей, это земля, каменная масть, и 6 жезлов. Это вообще огонь подавно. Обе карты практически исключают эмоции, эмоциональную жизнь. И предлагают рыбам на предстоящие 7 дней эмоции немножко задвинуть. Это не время, когда можно управлять миром или людьми, симпатиями, антипатиями, разговорами и так далее. Первое – это 5 пентаклей. Карта бедности. Рассмотрите хорошенько иллюстрацию. Здесь очень хорошая выразительная иллюстрация на этих картах. Видите, да? Бедные люди изображены на карте. И это действительно карта дефицита. Она говорит, что вы почувствуете очень остро, что вам чего-то не хватает. И эта же карта не хватает чего, да? В первую очередь денег, времени, сил, здоровья, чего-то, внимания или вашего внимания кому-то. Нехватка, дефицит, так это называется. И эта же карта, 5 пентаклей, вас успокаивает и говорит, что этот дефицит в вашей жизни происходит только от того, что вы искомый ресурс ищете не там, где он есть. С 5 пентаклей, например, люди хотят хорошо зарабатывать, но ходят на работу, на которой никогда им не будут хорошо платить, на малооплачиваемую работу. То есть это карта
этот дефицит по этой карте приходит именно от неправильного распределения ресурсов, от неправильного распределения времени и так далее. Карта идет как совет: оглядитесь хорошенько, сделайте инвентаризацию какую-то для своей жизни, для своих занятий, и вы увидите, что то, чего вам так отчаянно не хватает, вы можете взять или должны взять в каком-то другом месте. Оно идет к вам откуда-то, вот из другого места. Советует ли пятерка пентаклей, например, малооплачиваемую работу сменить на какую-то получше, да? Советует? Безусловно, безусловно советует. Или если ваше время жизненное полностью занято, критически занято, и на какие-то необходимые или очень приятные вещи этого времени не хватает, то же самое карта советует его как-то радикально перераспределить. У вас есть источник искомого, просто вы до него еще не додумались и не докопались. А шестерка жезлов, кстати, говорит, что, возможно, у вас это и получится. Это карта победная, карта победителей. То есть победа над бедностью. Ну так, условно. Да? Бедностью мы называем просто исчерпанность любых ресурсов в жизни. Потому что бедность бывает и эмоциональная, бедность бывает интеллектуальная. Когда вам не хватает, например, мозгов, чтобы справиться с какой-то производственной задачей, и вы это ощущаете, то это же тоже пятерка пентаклей, правда? И здесь вот такая вот случается победа. Очень хорошие шансы как раз-таки, победить над обстоятельствами. То есть вот этот вот кризис, этот дефицит преодолеть. И вместе карты, естественно, дают рыбам очень такой вот выразительный совет. Разобраться. Ответьте себе честно, чего вам больше всего сейчас в жизни не хватает. От какого дефицита, от какой нехватки вы больше всего сейчас страдаете. И вот если вы именно теперь избавитесь, например, от ненужной занятости, избавитесь от ненужных, вообще каких-то, знаете, вот этих вот жизненных черных воронок, куда утекают ваши ресурсы. У нас у всех есть в жизни, например, ненужные расходы, да, систематические ненужные расходы, которые истощают кошелек, истощают бюджет. Я думаю, у всех есть, и у некоторых они довольно большие. Вот. Очень хороший шанс на предстоящей неделе как раз от вот этих вот вещей разорительных, изматывающих, избавиться. И тогда это будет какая-то очевидная победа для вас. Не только для вас, еще для кого-то, да, потому что шестерка жезлов — это медные трубы, карта называется, то есть такой момент, когда вам все рукоплещут. В общем, преодолеваете бедность и чем всех восхищаете, и все вас хвалят. Спасибо, я благодарю вас за просмотр моего гадания, увидимся.